Доброго времени суток! Приветствую вас на канале Personal Experience. Сегодня у нас обзор оригинального комплекта защитных стекол для экшн камеры GoPro Hero 8 Black. Вот этот комплект. Перед тем, как сделать распаковку, давайте я вам расскажу о причинах покупки данного комплекта. Если вы видели мое первое видео про эту камеру GoPro с распаковкой и видео, где я советую для покупки самые основные аксессуары. Кстати, я добавлю это видео в подсказку к этому видео, вы сможете перейти посмотреть. Здесь я купил вместе с камерой комплект неоригинальных защитных стекол, и вот смотрите, по прошествии некоторого времени это стекло пришло в негодность. То есть почти что отклеилось. Стекло, которое я наклеил на объектив, оно в принципе нормальное, а вот защитное заднее стекло, оно пришло в негодность. Поэтому я решил уже не мелочиться, как говорится, скупой платит дважды, и это вот наглядное подтверждение этой данной мудрости. Я приобрел оригинальный комплект. Сейчас мы вскроем, посмотрим, что в упаковке, и заменим это неоригинальное стекло на оригинальное защитное. Перед тем, как вскрыть коробку, давайте ознакомимся, что здесь указано на задней стороне. Здесь указано, что в комплект входит два стекла для заднего большого дисплея. Большого, потому что вы знаете, что на камере присутствует еще передний маленький черно-белый дисплей, но в оригинальном комплекте нет для него защиты. И есть еще два стекла защитных для объектива. Также присутствует микрофибра, чтобы перед тем, как установить защитное стекло, можно было протереть задний дисплей. Так, давайте вскроем. Я, как обычно, это делаю первый раз на камеру. Во всех моих обзорах мои подписчики знают, что я всегда первый раз вскрываю коробки и снимаю это. Коробка полностью пуста. Давайте отложим ее. Здесь какая-то бумажечка, я думаю, она не так уж важна. Здесь написано, что пожизненная гарантия, lifetime warranty. Ну, конечно, это стекло, оно будет служить, пока, не дай бог, не разобьется. Так, здесь такой вот пакетик. В нем присутствует и тоже потом. Давайте вскроем, посмотрим. Видно, что там стекла и микрофибра. Еще раз повторю, что это абсолютно оригинальный аксессуар. Два стекла для дисплея. То есть, наверное, вы поняли, что это в комплект входит два стекла, потому что, допустим, каждый, если вдруг, не дай бог, разобьется одно стекло, можно будет, не покупая новый комплект, заменить какое-либо из этих стекол, которые нужны. И вот такая вот, микрофибра маленькая. Кстати, приятная такая мелочь, но приятно. Указан логотип GoPro, даже тряпочка оригинальная. Давайте сейчас возьмем камеру и попытаемся установить. Итак, давайте проведем процесс установки. Я хочу это сделать точно пошагово, как это рекомендует производитель. Но для этого давайте сначала удалим это старое, такое уже ненужное стекло. Просто снял его. Так, теперь давайте просто очистим поверхность, чтобы она была идеально чистой. Камеру, вернее дисплей камеры, я очистил полностью, протер микрофиброй до идеального состояния. Теперь, как указано на упаковке, мы берем стекло и вот здесь есть циферки 1 и 2. В первую очередь мы снимаем пленку под номером 1.
как показываю здесь. Итак, ребята, значит, я наклеил это стекло на дисплей, но я хочу вам сказать, что даже оно не идеально, несмотря на то, что это оригинальный аксессуар. Сколько я не старался, полностью избавиться от воздушных, так сказать, этих, да, карманов мне не удается. То есть или краешек там чуть-чуть, или там как бы остается, то есть не знаю, то есть я не стал использовать второе стекло, то есть как бы жалко сейчас это стекло выбрасывать, то есть как бы там, но в любом случае я все вычистил, и как бы вот полностью избавиться от воздуха, допустим, в этом углу мне не удается. Но я так думаю, что он не, как это, так сказать, не повлияет на работу, потому что в принципе самая главная центральная часть дисплея, там где его рабочая часть, да, она полностью так защищена, и здесь в этой части стекло полностью приклеилось четко. То есть, как бы, а если не осталось, может, я попозже чуть-чуть, как бы, еще постараюсь избавиться от этих. Ну вот, нажимаю, проходит, как бы, и опять заново возникает. Может быть, сам дисплей, он не полностью ровный, идеально, поэтому краешек, значит, остается здесь вот так вот не заклеенным. И давайте сейчас проверим, как реагирует сенсорный дисплей. Я сейчас включу камеру. GoPro, включись. Так, видите, камера включилась голосовым управлением. И сейчас, допустим, вот смотрите, я сейчас нажимаю на дисплей, видите, очень легко, несмотря на то, что есть защитный, значит, дисплей, то есть, вернее, защитное стекло на дисплее, все четко работает, значит, здесь недоступно. Здесь, значит, режимы меняем, так, смахиваем. То есть все, значит, работает с первого клика. Вот видите. Вот. Так что не знаю, насколько, значит, могу посоветовать этот аксессуар, стоит ли переплачивать, так как цена на него сейчас в данный момент около, на официальном сайте, $19.99, то есть $19 99 центов. А, допустим, тот комплект, который я купил до этого, не оригинальный, в него входило одно стекло под линзу и вот такой маленький винил, защищающий вот этот вот маленький дисплей. Кстати, опять-таки говорю, видео в подсказке и в описании будет на мое старое, значит, видео, где я подробно рассказываю об этих аксессуарах, о старых. Так что посмотрите, это на ваш выбор, то есть стоит ли переплачивать, потому что даже с оригинальным дисплеем не все так идеально. Значит, что могу сказать? Спасибо за то, что досмотрели данное видео до конца. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Поставьте лайк данному видео, если оно было вам полезным. А также берегите себя и своих близких. До новых встреч!